Недвижимости города Львова. Итак, друзья, перед вами карта западной части Украины, куда, как вы видите, входят 8 крупных областных городов-центров. Сегодня мы говорим о городе Львове, показываю, вот здесь находится он. Поговорим, видите, есть легенда карты, это такие сводные данные о том, что произошло на рынке жилой недвижимости города в феврале 2026 года. Ну вот давайте начнем с населения. Довоенное 721 тысяча. Я думаю, что сейчас тысяч на 100, а может даже на 200 стало больше людей жить в городе Львове. Почему? Потому что есть еще люди, которые, в общем-то, едут с северной восточной части Украины в западную, потому что она вроде бы как более спокойной, с Причерноморского региона также. Поэтому население, я думаю, все-таки больше. Хотя кто во Львове живет, напишите мне. Визуально видно, больше, чем до войны или меньше. Количество предложений, которые мы зафиксировали в феврале месяца 2026 года, 9220 объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок. Снижение на 3%. С чем это, друзья, связано? Ну, я предполагаю, как только началось вот это обстрелы по энергетической инфраструктуре, ну, это декабрь, наверное, у нас январь, да, середина февраля, то есть свет выключали, электричества нет, значит, люди с ну, все меньше используют интернет, потому что, как правило, интернет тоже не работает. И у них есть меньше возможности выставлять на продажу объекты недвижимости или свои, или же, так сказать, если это риэлторы, своих клиентов. Я думаю, что это с этим связано. Дальше, друзья, социальное жилье – это стоимостные показатели, которые характеризуют значит, ну, состояние рынка. Опять же, говорим о феврале 2026 года. Буду в процентном соотношении говорить. Рост 0,49 или там полпроцента в месяц. Хочу заметить, друзья, что предыдущее видео, если вы смотрели, то стоимость там квадратного метра росла по проценту, по 1,5% в месяц. А вот сейчас как-то так ни много, ни мало, а всего лишь полпроцента. То есть динамика снижения наблюдается. Дальше, друзья, социальное жилье, аренда. Здесь мы сравниваем, это долгосрочная аренда, сентябрь 2025 год, то есть третий квартал с четвертым кварталом 2025 года. Здесь мы видим рост 1,25% за квартал. Ну, это достаточно много, друзья. Но аренда везде растет по Украине. Ну, в конце видео уделим внимание аренде. Эконом-комфорт бизнес-класс – это вторичный рынок. Вот здесь, друзья, внимание, впервые за 3 года мы увидели снижение, незначительное, но это все-таки снижение, минус 0,17%. И вполне вероятно, что это начало тенденции, друзья. Все может быть. То есть впервые за 3 года мы увидели уже с какого-то перепугу недвижимость данных классов стала показывать незначительно, но это, еще раз повторю, динамика снижения. Вот сейчас мне кто-то там напишет, прям вот чувствую. Что такое 0,17%? Ну, друзья, я всегда вот удивляюсь этих людей, да, которые слышали зоны, не знаю, где он. Они, как правило, говорят, что это меньше статистической погрешности, которую принято считать 2%. Друзья, я в своих исследованиях применяю научную методологию. То есть один из методов – это метод статистического анализа. Потом покажу вам на кривой, которая там характеризует состояние рынка за год, как это считается. То есть очень просто. Когда одну цифру делишь на другую, то получаешь совершенно конкретную, так сказать, опять же, как в процентном соотношении, насколько снизилось, так и индексом мы считаем. При этом, друзья, чтобы вы просто понимали, что в выборку попало, вот видите здесь, 9220 объектов жилой недвижимости. То есть это не просто, так сказать, репрезентативная выборка, а это еще и релевантная выборка. Здесь только определенного класса жилье. То есть это, ну кто знает статистику, тому как бы дальше говорить не о чем. Поэтому это вполне себе репрезентативная
выборка. И за счет того, что я применяю также метод классификации, это позволяет мне минимизировать вот эти все, так сказать, статистический шум, который, конечно же, попадается даже по объявлениям. А так как мы работаем с платными объявлениями, то очень редко бывает, чтобы человек в здравом уме заплатил там за подачу объявления там какие-то свои деньги и выставил нереальную стоимость этого объекта недвижимости. Как правило, это вот такие отношения с OLX, это крупный такой у нас, да, портал. Я имею в виду отношения, завязанные на деньгах, да, позволяют исключать вот этот мусор, который в принципе может появляться, хотя он тоже есть. Итак, переходим к следующему, значит, следующий показатель у нас это, ну давайте повторюсь еще, по-моему, эконом-комфорт бизнес-класс, снижение 0,17%. Первичный рынок квартиры эконом-класса, здесь рост плюс 0,59%. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, рост плюс 0,40%. И, внимание, первичный рынок элитный класс впервые также за 3 года подешевел на 0,14%. Пока это ни о чем не говорит, это колебательные процессы. Но все может быть, друзья. Возможно, это начинающие тренды, которые будут длиться на протяжении всего 2026 года. Но в конце видео о прогнозах будем говорить, я эту тему немножко разверну.